Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Платоси, и это видео не самое типичное для меня, однако тема супер полезная. Я думаю, что она будет актуальна для тех, кто только выбирает себе компьютерное игровое кресло и хочет разбираться в нюансах, которые предлагает рынок. В этом ролике я расскажу о том, почему же я выбрал именно эту модель и о том, как в принципе выбрать себе качественное игровое кресло. Поехали! Прежде всего отмечу, что я тот еще душнило, когда дело доходит до того, чтобы купить что-то, что будет находиться с тобой на протяжении минимум 3-5 лет. Мне важно, чтобы мои деньги принесли удовлетворение от покупки, это должен быть максимум качества за тот бюджет, который я закладываю. И решив, что мне нужно игровое кресло, я потратил несколько дней на сбор информации, на сравнение характеристик, дизайнов, просмотрел все возможные отзывы покупателей на маркетплейсах. И в итоге пришел к выводу, какое кресло по надежности и функционалу субъективно все-таки лучшее за эти деньги. Сейчас я расскажу о том, кресла каких компаний считаются самыми топовыми и почему среди всего этого многообразия я остановился именно на AK Racing. А уже после этого расскажу непосредственно о модели K7012. То, что я буду говорить, важно в контексте итогового выбора, поэтому проматывать не рекомендую. Но если есть такое желание, то метка на таймлайне будет. Можете перескочить этот фрагмент. Прежде всего важно понять, что кресло – вещь очень индивидуальная. Это как обувь, которую нельзя оценивать только по внешнему виду. Очень важно, если есть такая возможность, прийти в салон или магазин и лично попробовать посидеть на нем. Вы будете очень удивлены, когда поймете, что не все премиум кресла удобно конкретно для вас, а какое-нибудь простое дешевое кресло сидит как влитое. Итак, для начала, что я выяснил. В среднем-премиум сегменте есть 3 признанных лидера – AK Racing, DX Racer и Noble Chairs. Ассортимент кресел каждой из этих компаний понятно, что есть в разных ценовых сегментах. Цена кресла зависит от многих вещей, включая материал обивки, технологии, используемых в производстве, а также общее качество компонентов и сборки. Кресло AK Racing подешевле, следом по цене идет DX Racer со своими продуктами. А кресла от Noble Chairs считаются самыми топовыми, но и стоят они подороже предыдущих двух. Хотя нужно отметить, что старшие модели каждой из этих компаний хороши и выдерживают равную конкуренцию друг с другом. Основываясь на своем бюджете, я остановился на AK Racing. Окей, с лидерами рынка все понятно, двинемся дальше. Почему именно AK Racing K7012? Во-первых, это цена. Конкретно это кресло по соотношению цена-качество не имеет аналогов среди продуктов 3 вышеназванных компаний, основываясь на рейтингах и отзывах простых покупателей. Обычно кресло с таким функционалом стоит гораздо дороже, чем 7012. И по отзывам обладателей становится понятно, что и с надежностью у него нет проблем, особенно в сравнении с более дешевыми моделями. Не знаю, как вы, но я не хочу потратить приличные деньги и обнаружить через год-два, что кресло стало страшненьким скрипящим чудом с неработающими или плохо работающими элементами. Мы выбираем хорошую вещь и хотим, чтобы она максимально долго оставалась приятной внешне и исправной по функционалу, правда же? Давайте поговорим сперва об обивке. Я выбрал тканевую модель не просто так. Судя по отзывам на другие модели с кожзамом, неважно какого бренда и цены, рано или поздно эта обивка трескается и кресло превращается в страшного Франкенштейна, который еще и царапает кожу, и сидеть на нем крайне неприятно. Есть еще модели с натуральной кожей, они, конечно, надежнее, но сюрприз, стоят в разы дороже. И еще один супер важный момент. Сидя на кресле из кожзама или кожи в теплом или жарком помещении, вы обнаружите, что вы сами все мокрые в местах соприкосновения с обивкой, потому что ваша кожа не дышит через дермантин. А если зимой вы решили проветрить комнату, то будьте готовы к тому, что материал одубеет и на ощупь будет твердым и холодным. Лично для меня эти факторы крайне важны, поэтому я целенаправленно искал качественную тканевую модель, которых, как оказалось, не так-то и много. Внешне модель 7012 конкретно в этом цвете выглядит очень стильно и благородно. Ткань на ощупь не мягкая и не жесткая, ощущается добротной. Наполнитель упругий и по отзывам довольно качественный. Должен прослужить долго, не теряя своей формы. Мой рост 180 и вес 75 кг. Общая высота спинки и расположение как подушки под поясницу, так и подушки под шею, которые, кстати, можно регулировать под себя, идеально подходит под этот рост и пропорции задницы и плеч. Откидываешься и чувствуешь, что позвоночник в кои-то веки расслаблен. Повторюсь еще раз, кресло нужно опробовать перед покупкой. Кому-то, например, не очень удобно выступы на уровне плеч и на самой сидушке. Лично мне все хорошо. Само по себе кресло довольно тяжелое за счет металлических деталей.
В коробке 28 кг, а уже собранное 25, поэтому имейте это в виду перед транспортировкой. Коробка массивная, одному крайне неудобно нести. Я заказывал на Озоне с доставкой, чтобы исключить этот этап полностью. Давайте поговорим о качестве сборки и отдельных компонентах. Кресло приходит в разобранном виде, собирается не торопясь в районе 30 минут. Особых инженерных навыков для этого не нужно. Инструкция понятная есть, опять же видео по сборке на YouTube, если какие-то моменты вызывают у вас сложности. Начнем снизу. Колесики полужесткие, очень отзывчивые, пол не царапают. Отмечу, что механизма фиксации в них нет, для кого-то это может быть важным. Сама крестовина металлическая, толстая и массивная, выглядит надежно. Газлифт 4 класса. Что же такое газлифт? По-другому это газовая амортизирующая пружина, соединяющая крестовину с сиденьем, и с помощью нее вы регулируете высоту сиденья рычагом справа. Газлифты бывают 4 классов. В модели 7012 он 4 максимального класса. Производитель обещает работать до 150 кг веса, однако я бы уменьшил эту цифру до 110-120. Массивным людям надо иметь это в виду. Ведь газлифт — это не единственная динамическая часть кресла, о чем поговорим дальше. С этим разобрались. Еще одной важной частью кресла является так называемый механизм качания. Их бывает несколько типов, но в компьютерные кресла обычно ставят либо Top Gun, либо мультиблок. Версии с мультиблоком лучше, чем Top Gun, как по функционалу, так и по надежности. Но вот незадача. Мультиблоки тоже бывают разного качества. Чем кресло дороже, тем лучше компоненты в большинстве случаев. Но не всегда. Принцип работы мультиблока довольно простой. Когда мы отклоняемся на спинку кресла, она мягко, пружинно уходит назад и возвращается обратно, когда нагрузки на спинку нет. Мы можем зафиксировать угол специальным рычагом, если нужно. Ну а также выставить жесткость самого процесса отклонения в зависимости от веса или личного предпочтения с помощью регулятора внизу. В AK Racing 7012 стоит мультиблок, в отличие от, например, некоторых более дорогих моделей с Top Gun. Качание очень плавное и комфортное, легко настраивается под себя. Судя по видео от ребят из Retner.ru, сам мультиблок по исполнению довольно качественный и надежный. Отзывы на маркетах тоже это подтверждают. С мультиблоком все понятно, двинемся дальше. Следующим немаловажным компонентом игрового кресла является механизм наклона спинки. Он должен быть из прочных качественных материалов, способных выдержать вес нашего тела. В дешевых креслах на них обычно экономят в том числе, и спустя какое-то время механизм наклона выходит из строя одним из первых обычно. У магазина Retner.ru на этот счет также есть видео, где явно видно, насколько тонкий и ненадежный механизм наклона у кресла за 15 тысяч. Ссылку оставлю внизу. Тут важно понять один важный момент про стоимость кресел. За счет дешевизны и надежности этих крайне важных компонентов идет удешевление стоимости. Чудес не бывает. Не стоит ждать суперпрочных и качественных материалов от недорогого кресла. Кресла могут выглядеть одинаково и иметь схожий функционал на бумаге, но по начинке они серьезно будут различаться, что отразится на длительности беспроблемной эксплуатации. Я не говорю, что дешевые кресла не могут служить долго, могут, конечно, однако шанс на поломку у них выше, что и подтверждают живые отзывы, в которых, напомню, я провел довольно большое количество времени, изучая информацию. Двигаемся дальше. Подлокотники. Обратите внимание, я взял версию с 3D подлокотниками, хотя она немножко дороже, чем версия 1D. Что это за версия вообще? Объясню для тех, кому интересно. 1D позволяет регулировать подлокотники по высоте. У 2D вдобавок к этому есть угол поворота. В 3D добавляется движение вперед-назад. Ну а в 4D можно зафиксировать их как угодно под себя. Тут, смотрите, это уже дело вкуса, нужно это вам или нет, решать вам. В цене есть ощутимая разница между ними. Лично я не ожидал, что это такая полезная функция и недооценивал ее, честно говоря, но на практике пользуюсь довольно часто. Дополнительному удобству регулируемые подлокотники точно способствуют. Подлокотники на ощупь не твердые и не мягкие. Упругие, локтям довольно комфортно. К минусу могу отнести некую хлипкость основания, которая не мешает, но она есть, имейте в виду. Итак, что же мы имеем? AK Racing 7012 в итоге занимает нишу между средним классом и премиум моделями. Понятно, есть кресла и удобнее, и надежнее, но за эту стоимость это лучшее соотношение цена-качество по моему субъективному мнению.
Качественные компоненты, тканевая обивка и стильный вид, уважаемый бренд – вот краткая характеристика этого кресла. Всячески рекомендую, на данный момент проблем с ним 0. Такие вот делишки. Ну а на этом у меня все. Спасибо огромное, что смотрели. Если вам понравилось видео, то ставьте, конечно же, лайк. Если заинтересованы в игровом контенте, то чекайте другие видео на канале. Если понравилось, то, конечно же, подписывайтесь. Мне будет безумно приятно. Ну а с вами был Сережа. Пока.